И снова здравствуйте, на связи канал АРЭС. Сегодня я хочу рассказать о самом мощном в мире легком танке, так за глаза называют Спрут, который в официальных документах проходит как 125 миллиметровая самоходная противотанковая пушка десантируемая. Потому что в мире нет подобной техники с таким набором ударных и десантных качеств одновременно. Спрут можно сбрасывать с парашютом, он умеет плавать, по скорости он не уступает танкам, а по проходимости их превосходит. Но самое главное, Спрут вооружен полноценной танковой пушкой, позволяющей выпускать не только снаряды, но и противотанковые ракеты. История создания Спрута началась еще в Советском Союзе, когда потребовалось создать для воздушно-десантных войск новую авиадесантную самоходную установку. До этого Советский Союз располагал АСУ-85 самоходной установкой с 85-миллиметровым орудием. Машина была хорошая, но ее боевая эффективность заметно падала, а возможность бороться с вражескими танками к 1980 годам уже пропала. Также 85-миллиметровые фугасные снаряды были не очень эффективные. Требовалась установка более серьезного орудия, благо опыт в десантируемой самоходной артиллерии у нас уже был. 2 из 9 НОНА С. Было решено установить танковую пушку АТ-72, Т-80, Т-64, 2А-75, которая стала модификацией 2А-46. Это была отличная 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, которая уже себя хорошо показала и располагала большей номенклатурой боеприпасов. С ее помощью Спрут мог бы уверенно бороться как с новыми танками противника, используя танковые боеприпасы, в том числе и противотанковые управляемые ракеты, так и с живой силой противника с помощью мощных 125-миллиметровых осколочно-фугасных боеприпасов. Естественно, для сохранения возможности десантировать технику, на Спрут не стали устанавливать сколь-либо серьезную броню, у Спрута броня лишь противопульная. Зато благодаря этому удалось сохранить высокий уровень мобильности и хорошую максимальную скорость до 70 км в час, а удельная мощность была около 28 лошадиных сил на тонну. С 1985 года велась его разработка, но из-за политической нестабильности и развала Советского Союза Спрут не смог быстро поступить на вооружение и пойти в массовое производство. В начале 90-х начались испытания, которые успешно завершились, а принят на вооружение России 2 С-25 был лишь в 2006 году. Стоит заметить, что Спрут не стал первым шагом в десантных танках. Еще во времена войны во Вьетнаме американцы успешно применяли свой легкий десантируемый танк М551 Шеридан, который с 1966 года по наш день стоят на вооружении армии США, хотя сейчас уже скорее на хранении. Хотя разработка танков для воздушно-десантных войск шла еще и до Второй мировой войны, в том числе и в Советском Союзе. Но благо наши не останавливаются и продолжают модернизировать Спрут. Недавно представили Спрут СДМ-1. Новая модификация сейчас находится на испытаниях и, как сообщается, в 2022 году начнется массовое производство. Новый Спрут обладает новой ходовой частью, которая должна позволить упростить и удешевить производство. Сообщается, что новая ходовая часть основана на агрегатах БМД 4М для унификации. Также был установлен новый более мощный двигатель УТД-29, также от БМД 4М. Также Спрут получил трансмиссию, заимствованную у существующей боевой машины десанта. Подобные доработки в некоторой мере повышают удельную мощность самоходки и, как следствие, должны положительно сказываться на ее подвижности. Также бросаются в глаза новый панорамный прицел командира, комбинированные прицелы с телевизионным каналом и дистанционно управляемый пулемет ПКТ на башне. По итогу новый Спрут получился очень хорошим, он является одним из немногих наших танков, у которых есть панорамный прицел. Что касается иностранных конкурентов, их в принципе нет. Надеюсь, что машина успешно пройдет испытания и в скором времени пойдет в серию и в войска. Пишите ваше мнение в комментариях. Оставайтесь на связи и до новых встреч!